Привет, друзья! Вы задумывались, насколько наш мир удивителен и полон неожиданностей? Вот я постоянно. Иногда мне кажется, что я знаю все, а потом бац, и нахожу что-то, что просто переворачивает мое представление о мире. Например, вы знали, что есть страны, где люди сидят в тюрьмах буквально миллионами? Или что некоторые наказания до сих пор шокируют своей средневековостью? А давайте представим, что прямо завтра из-под воды поднимается новый континент. Что тогда будет? Приготовьтесь удивляться, ведь мы отправляемся в невероятное путешествие по самым необычным уголкам нашей планеты. А давайте-ка посмотрим на самых известных ютуберов из разных стран. В США, конечно же, мистер Бист. Этот парень уже не просто блогер, он целая индустрия добра. В Индии Кэрри Минати, миллионы подписчиков и влияние на целое поколение. В Бразилии Виндерсон Нунес начинал с юмора, стал национальной звездой. В России иноагент Вдудь. Интервью, документалки, острые темы. В Южной Корее JFLA, девушка, которая прославилась каверами на весь мир. В Японии Наджиме Сиачо, экспериментатор и любимец школьников. В Великобритании Кси, блогер, рэпер, боксер, один человек, три профессии. В Германии Гронк, геймер-легенда. У каждой страны свой голос, и весь мир слушает. Когда мы слышим слово «коррупция», на ум сразу приходят бедные, нестабильные страны. Но все не так просто. Даже в Европе коррупция может быть не исключением, а правилом. Например, по индексу восприятия коррупцию Transparency International Россия и Украина стабильно находятся в нижней трети мирового рейтинга с оценками 22 и 35 баллов из 100 соответственно. А чем ниже балл, тем выше уровень коррупции. Для сравнения, Финляндия, Дания и Норвегия получают свыше 80 баллов. Там коррупция практически не ощущается в жизни обычного человека. А теперь контрасты. Ливия, Йемен, Сирия, Венесуэла, Сомали. Здесь ситуация критическая. Баллы у этих стран ниже 14. Взятка – это не нарушение, это способ выжить. Все делается через кого-то, и все зависит от личных связей. И, наконец, Южный Судан – место, где государство существует только на бумаге. Индекс 8 из 100 – это абсолютное дно рейтинга. Здесь власть у преступных группировок, а не у законов. Институты не работают, суды не судят, полиция – понятие условное. Выходит, коррупция – это не просто про бедность, это про то, насколько система защищает людей от произвола. Вы когда-нибудь считали, сколько лет вам нужно работать, чтобы накопить $1 000 000? Вот вам реальность. В Швейцарии при средней зарплате около $80 000 в год потребуется всего 12,5 лет. В Норвегии 14 лет, в Германии 17 лет, в Польше уже 34 года, а в России около 42 лет. В Турции свыше 70 лет, а в Индии больше 100 лет. И это, друзья, если вы вообще все откладываете и ничего не тратите. Миллионер – это не просто статус, а реальный показатель, где люди живут в достатке, а где в постоянной гонке за выживанием. А в вашей стране реально стать миллионером? А теперь о причинах. Например, в Люксембурге, Катаре, Сингапуре, Ирландии, ОАЭ и Швейцарии годовой доход на душу населения колеблется от 80 тысяч до 140 тысяч долларов. Причины разные. В Катаре и ОАЭ нефть и газ. В Сингапуре и Швейцарии высокие технологии, финансы и умная экономическая модель.
Люксембург – маленький, но банковский гигант. Ирландия – тихая, но стала IT-хабом всей Европы. Объединяет их одно – здесь не борются за выживание, здесь строят комфорт, безопасность и долгую перспективу. Небогатые люди делают страну успешной, а успешная система делает людей богатыми. Если вдруг случится конец света, где бы лучше спрятаться? Швейцария – настоящий чемпион. Здесь есть место в бункере почти на каждого жителя. Под землей целые города. Норвегия. Там хранилище семян на случай конца всей цивилизации. Южная Корея. В Сеуле десятки тысяч укрытий на случай нападения с севера. Россия – легендарные подземные комплексы в Москве, включая метро-бункеры. США – от бункеров миллиардеров Колорадо до старых ядерных шахт, переделанных в убежище. Австралия и Новая Зеландия популярны у богатых как страны последнего шанса на выживание. Вопрос в другом. А вы знаете, где ваш ближайший бункер? Каждое государство – это как школьник на большой перемене. У кого-то всегда есть враг. Франция и Германия веками дрались. Россия и Польша – непримиримая история. Греция и Турция – постоянное напряжение. Армения и Азербайджан – конфликт в Нагорном Карабахе. Индия и Пакистан – тут и религия, и ядерное оружие в игре. Южная Корея и Северная официально еще не помирились. Китай и США – это уже про глобальную арену. Торговля, технологии, влияние. А кто твой сосед? С ним ты дружишь? Бывают страны, где большинство населения – это иммигранты. В ОАЭ, например, 88% приезжие, большинство из Индии, Пакистана и Бангладеш. В Катаре то же самое. В США иммигрантов почти 50 миллионов, особенно из Мексики, Индии, Китая и Филиппин. В Канаде почти каждый пятый родился не в Канаде. Франция – много выходцев из Алжира и Марокко. Германия – Турция и Восточная Европа. Великобритания – бывшие колонии Индия, Пакистан, Ямайка. Россия – трудовые мигранты из Средней Азии. А вот Япония почти никого не пускает. Еще один вопрос. Почему одни страны так открыты, а другие как крепости? Вы удивитесь, но наказания в разных странах до сих пор бывают дико разными. Например, в Саудовской Аравии до сих пор существует публичная порка. В Северной Корее целые лагеря, в которые можно попасть за безобидную шутку. В Китае расстрел за коррупцию, причем часто публично. А вот в Японии почти нет тюрем, потому что общество настолько строгое, что преступлений очень мало. В Сингапуре вы получите штраф за мусор и порку за вандализм. В России строгие колонии, но зато частенько бывает амнистии, а в Европе система более мягкая. Например, в Норвегии заключенные живут как в общежитии. Телевизор, кухня, спортзал. И что самое интересное, это работает. Уровень преступности там низкий. Шокирует разница, правда? Когда мы говорим о великих странах, всегда интересно, а кто был на вершине мира в свое время? Римская империя, без вопросов. Полмира под контролем, акведуки, дороги, армии, хлеба и зрелищ хватало на всех. Потом Монгольская империя. Представьте, от Тихого океана до Европы все захвачено.
Дальше Османская империя контролировала Балканы, Ближний Восток, Северную Африку. В новое время Испанская империя, а потом Британская. У нее была настоящая империя, над которой никогда не заходит солнце. В 20 веке на трон сели США и СССР. Один долларом и Голливудом, второй идеологией и танками. А сейчас США все еще в игре, но Китай все активнее отбирает фишки. Неудобный вопрос, а что если завтра появится новый мировой лидер? В Европе почти каждый говорит по-английски. Но кто же лучше всех? Нидерланды абсолютные чемпионы. Почти 90% населения свободно шпарят по-английски, при этом с минимальным акцентом. За ними Швеция, Норвегия, Дания, Финляндия. Север умеет учиться. Германия, Польша, Австрия и Бельгия тоже на высоком уровне. Франция средняя. А вот юг Европы, Испания, Италия, Греция, тут уже тяжелее. Английский знают хуже. В Восточной Европе сильный разброс. Например, в Чехии отлично, а вот в Румынии и Болгарии послабее. В России уровень хуже, особенно вне крупных городов. Но все меняется. Молодежь на всем континенте уже почти вся шпрехает по-английски. С момента первого чемпионата мира по футболу вся планета следит за тем, кто станет новым королем поля. Но вот что удивительно, за всю историю турнир выигрывали только страны из Европы и Южной Америки. Никакая азиатская или африканская сборная ни разу не брала кубок. На вершине Бразилия, абсолютная легенда с 5 чемпионатскими титулами. У Германии и Италии по 4. Франция поднимала кубок дважды, Аргентина тоже. Англия и Испания по 1 разу. Даже СССР, несмотря на сильную сборную, выше полуфинала не поднимался. Получается, если ты мечтаешь выиграть чемпионат мира, родиться надо было в Европе либо в Латинской Америке, желательно в Бразилии. А теперь о чем-то, что заставляет задуматься. Как вы думаете, где больше всего людей сидит в тюрьмах? На 3-м месте Бразилия. Там заключенных больше 800 тысяч, целый крупный город. 2-е место – Китай с числом более 1 миллиона 700 тысяч человек. Ну и 1-е место – барабанная дробь – США, где за решеткой примерно 1 миллион 900 тысяч человек. Получается, что почти каждый 100-й житель США сидит в тюрьме. Впечатляет, правда? Неудобный вопрос. Почему так много людей оказывается за решеткой? Ты когда-нибудь мечтал полететь в космос? Если да, то у тебя больше всего шансов, если ты живешь в США. Ведь больше половины всех астронавтов, а это 682 человека, когда-либо побывавших в космосе, именно американцы. Ну и другие страны не отстают. Канада, Мексика, Куба и Бразилия тоже были в космосе. Африка отправила всего 2 представителей из Египта и ЮАР. Европа не осталась в стороне. Почти все крупные страны Европы уже покоряли космос. В Азии свои космонавты были даже у Афганистана. Представляете, человек из Афганистана был в космосе, а вы еще нет. Как так? В теории все просто. Земля вращается, сутки – это 24 часа. Значит, и часовых поясов тоже 24. Каждый должен быть ровным сектором по 15 градусов шириной. Но посмотри на карту. Линии скачут, изгибаются, огибают страны и даже отдельные города. Почему?
Потому что если бы границы поясов провели строго по географии, получилось бы безумие. Представь ситуацию, ты проснулся в спальне в 8 утра, зашел на кухню уже 9 утра. И все потому, что часовой пояс делит их пополам. Удобно? Вряд ли. Поэтому часовые пояса подгоняют под национальные границы и логистику, чтобы не путаться. Но и тут бывают крайности. Например, Китай– гигантская страна, растянутая почти на 5 часовых поясов, но живет по одному времени, пекинскому. В результате на западе страны может быть 10 утра по часам, а по факту еще темная ночь. Люди просыпаются в темноте и идут на обед, когда солнце только поднимается. Получается, у нас на планете нет универсального времени, есть политическое, экономическое и даже удобное, поэтому и карта часовых поясов выглядит не как сетка, а как танец вокруг границ. Чтобы запомнить, где на планете живет больше всего людей, а где почти никого, представь две буквы V и L. На правой вершине V – Азия. Здесь проживает 4,7 миллиарда человек. Это больше половины всего населения Земли. Ни один другой континент даже близко не подобрался. Следом Африка, где уже свыше 1,4 миллиарда и стремительно растет. Потом Европа с населением около 750 миллионов. Это все буква V. А теперь буква L. Сверху у нас Северная Америка, примерно 600 миллионов. Снизу Южная Америка, около 430 миллионов. А на кончике буквы Австралия с Океанией. И тут совсем немного, чуть больше 40 миллионов на весь регион. Однако есть еще один континент – Антарктида, где живет около 0 человек. Там нет постоянного населения, только вахтовые ученые, зимовщики и пингвины, но они в статистику не входят. Удивительно, как просто можно запомнить от большого к меньшему всего 2 буквами. А теперь давайте пофантазируем. Представьте, что вы просыпаетесь утром, а в мире появился новый континент. Это Зеландия, континент, который давно затонул и сейчас находится под водой в Тихом океане. Ученые еще в 1895 году выяснили, что Новая Зеландия – это лишь вершины гор затопленного континента, и по размеру он почти как 2/3 Австралии. Если бы Зеландия вдруг всплыла, уровень моря поднялся бы сразу на несколько метров. Такие города, как Лондон, Нью-Йорк и Шанхай, оказались бы серьезно затоплены. Но это еще не все. Началась бы настоящая битва за новую территорию. Австралия, Новая Зеландия и другие страны тут же заявили бы свои права на новые земли. А там, скорее всего, огромное количество полезных ископаемых, золото, нефть и редкие минералы. Интересно, кому бы досталось больше? А на этом у меня все. Надеюсь, вам было так же интересно, как и мне. Увидимся в следующем выпуске.